сын одного из самых влиятельных миллионеров Нью-Йорка, умирал. Итан Блейк, 22-летний наследник огромной финансовой империи, лежал в частной клинике на Манхэттене, окруженный лучшими врачами, новейшим оборудованием и отчаянной тишиной, в которой не оставалось надежды. Редкое заболевание разрушало его организм с пугающей скоростью. Лечение не помогало. Деньги не помогали. Связи не имели значения. Медицинский консилиум вынес окончательный вердикт – не более 5 дней жизни. Отец Итана, Ричард Блейк, человек, привыкший покупать невозможное, впервые в жизни оказался бессилен. Он предлагал врачам миллионы, приглашал специалистов из Лондона, Бостона, Цюриха, но все повторяли одно и то же. Организм сына угасал, будто кто-то медленно выключал свет. На 4-й день Итан почти не приходил в сознание. В тот же день в клинику пришла девушка, на которую никто не обратил бы внимания. Ее звали Эмма Коллинз. Она была бедной, худой, в поношенной куртке, работала санитаркой на подмене. Она мыла полы, выносила мусор и молилась в маленькой больничной часовне, когда никто не видел. Эмма росла в приюте в Пенсильвании, где старая монахиня когда-то научила ее верить, что иногда чудеса случаются не из-за силы, а из-за чистоты сердца. Перед отъездом в Нью-Йорк та женщина дала ей маленький флакон со святой водой, сказав, что она может понадобиться тогда, когда надежды не останется совсем. В ту ночь Эмма зашла в палату Итана, чтобы убрать, пока аппараты поддерживали его дыхание. Руки у нее дрожали. Она не знала, зачем делает это. Не знала, что будет дальше. Но сердце подсказывало, что уйти значит предать что-то важное. Когда она наклонилась над кроватью, флакон выскользнул из ее пальцев. Несколько капель святой воды пролились на руку Итана и на простыню. Ничего не произошло сразу. Но через несколько минут мониторы начали фиксировать изменения. Сначала едва заметные, потом все более отчетливые. Пульс стабилизировался. Давление перестало падать. К утру врачи зафиксировали то, что противоречило всем прогнозам. Состояние пациента больше не ухудшалось. На следующий день Итан впервые за долгое время открыл глаза. Через 48 часов он начал дышать самостоятельно. Через неделю анализы показали необъяснимое. Болезнь отступала. Не замедлялась, исчезала. Врачи не находили объяснений. Медицинские журналы позже назвали это спонтанной ремиссией, но ни один специалист не смог повторить или объяснить произошедшее. Ричард Блейк узнал о санитарке случайно, просматривая записи камер. Он нашел Эмму и хотел отблагодарить ее деньгами, образованием, новой жизнью. Но девушка тихо отказалась от миллионов, попросив лишь одно, чтобы он никогда не переставал помогать тем, у кого нет ничего. Итан полностью выздоровел. Но главное изменение произошло не с телом, а с его душой. Он отказался от прежней жизни, от пустой роскоши, посвятив себя благотворительности и помощи тяжело больным детям. А Эмма просто продолжила работать, оставаясь той же бедной девушкой с чистым сердцем, которая однажды пролила несколько капель воды и напомнила миру, что невозможное иногда случается там, где его меньше всего ждут.